Şekerli sana göstereyim bak. Ага, вау, ничего себе. Daha çekilir de şu an şey oldu. Угу. Yetmiyor. Ага, ага. Как раскладывается у наших друзей этот сушилка. Buradan da long. И там тоже. Вау. Good. Good. Yes. М. Koçtaş. Koçtaş? 5 years less. 5 years ago. Ага, ага. 5 sene Önce. önce. 5 yıl önce. Eray Melika. Угу, угу. No better. Ha, No like? Ne olarak ben çok sevmedim. Çamaşırlık. Угу. Same. Мы тут снимаем в поте лица для вас рецепты. И уже все хотят спать, потому что время у нас 1:30 ночи. И поэтому сейчас будем пить кофе, чтобы не уснуть. Фасолька сушится, потом ее в морозилку, рецепты снимаются. Все идет своим чередом. Полным ходом работа кипит. Очередной раз. Осетинский пироговый. Ага. Там внутри у меня вот такая начинка. Я как хинкаль все это дело залепила. И теперь аккуратно раскатываю толщиной примерно до 1,5 сантиметров. Сейчас раскатаю диаметром до 25 сантиметров. Вот. Сделаю в центре дырочку и отправлю на противень и в духовку. Такие дела. Мы только проснулись после вчерашнего ударного рабочего дня. Такого у нас еще не было никогда. Ой, какая у нас подруга трудолюбивая. Боже, как она мне маму напоминает. Это просто жесть. Такая же трудолюбивая. Напоминаете ее бабушку Катю? Подруга наша. Ну, может быть, да. Так же смеется, да? Так же смеется, такая же добрая, такая же трудолюбивая. А друг мне напоминает папу. Реально, реально, они прям вот очень похожи. Это турецкий вариант моих родителей. Даже обстановка в семье такая же, как у моих родителей. Очень похоже. В общем, да, уже все наши мужчины вчера разошлись. Алексей ушел домой, друг тоже пошел в спальню спать. А мы с подругой до 4 утра делали консервацию. В итоге 3 рецепта для вас сняли. Вот. В 4 часа я пришла домой. А у них будильник стоял на 4:30. Они другого своего друга везли в аэропорт. Представляете? Я говорю, вы совсем спать не будете? Нет, говорит, это не проблема, нормально, говорит, для меня. Представляете? Ладно. Представляем. Теперь кого-то будет колбасить в пути. Нет, я уверен. Она уже написала, что доброе утро, мы добрались, все хорошо, но я уверена, что они сейчас спят в своей квартире в Адане. Вот. Такие у нас дела. А мы только проснулись. И сейчас готовлю мукбанг. Сейчас снимем мукбанг, потом буду думать за следующий мукбанг. Это не успеваем мукбанги снимать. Вот. А после следующего мукбанга уже рецепты я не буду снимать. Недельный план мне соседка вчера за один вечер-ночь выполнила. Да? Угу. Все. Такие у нас дела. Ладно. Ребята, давайте учитесь. А мы будем работать с видео. Сегодня я опять по магазину выехал проехаться, так сказать. Хотел кружки к чаю купить, вот только такие, но это не чайные, такие простые чашки. Я в А101 ближайший к нам. Так, ну друг звонит, мне сейчас ему перезвоню. Вот, так. Наверное, ничего тут подходящего я не нашел. Из того, что нужно,
Оля спрашивала про масло подсолнечное, но здесь вот этого акционного нету. 15,90 литровое, а по акции ВАЗ-101 есть 1,25 за такие же деньги. Ну, чуть-чуть выгоднее получается, не намножко. Вот эта мука ей не понравилась, она сейчас готовит, говорит, с ней очень жидкое получается тесто. Так что если кто-то будет готовить, на блинчики отлично, а вот что-то такое посерьезнее не понравилось Оле. Сейчас буквально с ней об этом разговаривали. Ладно, в этом магазине я, в принципе, все, что хотел глянуть, глянул. Поеду дальше. Вот эти вилки-ложки продаются по акции. Не знаю, купить что ли. Сейчас посмотрю, какие они качества. Там прям 50 лет гарантии на нем написано. Да, и вот здесь написано 50 лет гарантии. Вот. Что-то тут 304, еще какая-то информация, не знаю, что это означает. Половнички здесь тоже есть. Половнички ничего особенного. Так, ложки, вилки. Сейчас открою, посмотрю. Слушайте, ну неплохого качества вот эти ложки. Не знаю, мне понравились. Те какие-то, вот, которые мы до этого покупали, они какие-то острые края у них были. А эти нормального такого приличного качества. Сейчас я подумаю еще. Решу взять их. Вилочки, ложечки. А, здесь вот еще десертные вилки есть. Ну, мы такими как-то не пользуемся. И чайные ложки есть. Чайные ложки по 3,50. Это все, по-моему, по 5,50. И ложки. Вот это, по-моему, только чайные. Как это назвать? Такие вилочки по 4,50. Половники тоже почем-то, не знаю, там цены не было в их рекламе. Прикольная баночка. 4,95 баночка для карандашей. Куплю Мише. У него валяется постоянно по всему столу, везде и всюду. Может, какой порядок начнет появляться. Книжки вот, на турецком языке. Кому надо? Так, вот эти вот чашечки. Такие бы чайные мне бы надо было. А здесь таких нет. Ладно, пойду дальше. На той стороне вот что-то есть еще из той же серии. Я хожу чисто за определенным. Сейчас поищу специи, где здесь в этом магазине. Чили-перец. Черный перец, что-то я не вижу. А вот карабинер. Большой пакет большой. Наверное, туда его возьмем сейчас. Ладно. Сейчас перец берем, идем дальше. Баночки, подставочки. Такую купить подставку под дверь. У нас больно тонкая, она у нас не удерживает. Нынешняя подставка, дверку. Что-то. Ничего, то, что нужно, я не вижу. Ладно. Так, я иду теперь в Бима. Ну, в Биме что-то с первого взгляда ничего такого я не вижу. Прил мы вот такой большой купили. Не знаю, также дешевле, дороже, не помню. Ракле. Чайный набор. Я чайные, другие бокальчики купил чуть-чуть. Ну так ничего не понятно, но пойду гляну. Что-то я не знаю. Вот это масло я покупал. 64,90. Пятерка. Вот. Только помню. Так, это не оно. Или оно? Оно, да. Это 68,50 стоит. А это стоит 64,90. Можно купить еще одну. Приехали наши друзья, привезли себе большой холодильник.
Мы сейчас ходили им, помогали. Я подруге помогала все из холодильника переложить в новый холодильник. Леша помогал холодильник таскать туда-сюда. Вот. И нам подарок привезли. Посмотрите. Какой ценный подарок. Он весь в воде был, Лёшка, прикинь. Мне его вытаскивают. И Рай мне вытаскивает, и по ногам вода. Я говорю, что такое? А я не пойму, почему она в воде. Оказывается, у них там дождь был, сильный дождь был. У нас-то не было вообще дождя. Короче, был сильный дождь. И все это дело намокло. В пикапе же они везли все это дело. Да, они везли на пузо. Ну вот, все это дело намокло. Я потом такая раз в подъезд выношу одеяло, и оно капает. Потом Сардинич подбежала, начала тряпкой вытирать. И я положила потом на пороге одеяло. Вот. А Ирай взял тряпку со шваброй и моет, вытирает эту воду. Мне так смешно, когда он уборкой занимается. А Сардинич говорит, завтра, говорит, буду уборку делать. А нет, завтра, говорит, clean. Не буду, а просто говорит, tomorrow clean. Я говорю, who? Эрай? Она смеется, говорит, да. Доктор Эрай, клинер Эрай. Разбудишь меня Зачем? завтра в 7 утра? Да. Давай, пап, откроем, посмотрим, что тут нам подарили. Мне тоже интересно. Иди, Миша, спать, одеяло это, иди спать. Они печку еще себе привезли, надо будет посмотреть, что за печка, да? Нам, может, тоже такая нужна. Вау! Вот это ничего, хоньки себе, хоньки. Это наше с тобой, оно прям огроменное. Детям мы потом поменьше купим, да? Одна с палочки. Вау! Вот это прям огромнейшее спасибо. Просто у меня нет слов. У меня нет слов. Алексей, у тебя? Ну-ка еще раз. Thank you very much. Thank you, our dear friends. Thank you very much. Ну, по-русски есть. Да? Указание по безопасности. Хранить на том или все месте. Супер, супер. Все. Зимой теперь нам одеяло не нужно, да, Лешка? Этим будем укрываться. Да, как Не замерзнем? не должны. Какое красивое, посмотрите. Вау, просто вау. Просто вау, вау. Огромное спасибо. Ребята, В коридоре, чтобы оно высохло. да, может мы им вернем этот пакет, нам-то не нужен. А они любят много чего складывать, хранить. Вот, это самое. Ребята тут перед тем, как приехали наши соседи, играли в окей. Вот. Кстати, эту скатерть нам тоже наши друзья подарили, турецкие. Такие у нас дела. Что, все сверху доминошки, наверное? Да, я так тоже думаю. Слушайте, ну как классно. Все, теперь я буду греться этим одеялкой. Как классно. Еще пока жарко, конечно, с ним. С телефоном повык. Чувствую, если я, короче, сама не поучаствую в открывании банки, голодная сегодня останусь. О, Ничего себе. Всем привет. привет. Всем привет. В общем, давайте в чашку. Накрывайте. Я приготовила мукбанг, а вы накрываете мукбанг. Как пахнет? Белиссимо. Белиссимо. Отлично. Мы тут вовсю работу работаем. Собираемся снимать для вас мукбанг. Алексей за мной ухаживает. Смотрите, на балконе тут Мишины писанины. Я тут вот так развалилась. И столик поставили. Печеньку мне принес. Наши турецкие друзья угощали. Теперь чай пьем.
Дети там ужинают. Чай мне Гринфилд дал. Это вечно нальет какую-то крашеную воду. Да, Алексей? В этом смысле хороши кружки черные внутри. Можно вообще не красить воду. Аромат у чая должен быть. Да, надо купить опять. Что? Подороже. Ну, А чемпион кончился у нас? да. Да? Последний раз. А мы же заказали из Аданы. Наши друзья уехали в Адану. И мы им заказали с кардамоном чай. Должны нам привезти. Обещали, что привезут. Пообещали, да. Спасибо. Видите, как за мной ухаживают? Пожалуйста. За собой ухаживают. Себя не забывают. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Алексеевич, как твои успехи по творчеству? М? Переиграюсь. Миша, ты тетеньку положи, чтобы потом ее сфотографировать красиво можно было. Она сейчас у тебя засохнет, потом ее не это самое. И вообще тетенька у тебя менее красивая, чем дяденька получился. Так, 21. Блин, когда же банки я поставила? В общем, смотрите, друзья, у нас закончился газ. Заказали газ. Сейчас должны нам его привезти. Так, посмотрим, насколько быстро. Я тут уже все подготовила. Салат должна уже закладывать в банки. Банки скоро простерилизуются, но крышки я не могу простерилизовать, прокипятить, потому что нет газа. Сейчас привезут газ. Я надеюсь, что сегодня я все закатаю все-таки. Вот. На улице холодно. Алексей замерз. Мы закрыли все окна. Мама, смотри, какой меч сделал. Меч, сделай тетю красивую. Я сделаю красивую, как я старался. Коса уже, смотри, оторвалась. Соедини косу. Как ты сдавать будешь эту работу? Мама, смотри. Морковка какая-то. Включить надо. Нам пришли газ менять. Ой. Вот такой баллон газа. Что-то он не такой уж и тяжеленький. Это Он вообще- старый. А, это старый? Да, но уже поставили. Мераба. Тоже старый. Все. Поставил, проверил. Алексей рассчитывается. Да, как хочешь. Benim kardeş TikTok fenomen. Ну что, друзья, пришла мне мантышница, да не та. Расскажу, что в ней не так. Короче, высота. Почему-то при заказе я думала, что будет 10 сантиметров. Я так радовалась и говорила, что вау, конечно, это то, что мне нужно. На деле оказалось, что 10 сантиметров только нижняя часть. А верхние 6,5 с наружной стороны, а с внутренней стороны, куда кладешь непосредственно там, манты и пигоди, 5 сантиметров. Нет, сколько там? 5,5, вот. По внутренней стороне 5,5, но еще когда чашка в чашку садится, еще съедается 1 сантиметр. В итоге рабочее вот это вот пространство остается в количестве 4,5 сантиметров. Это очень мало для пигоди, это просто, ну просто никакие пигоди. Манты, если еще как-то можно здесь сделать, то пигоди, конечно, не сделаешь. Вот, и
У меня дома то, что мантышница есть, да, куда внутрь вставляются листы, пластины. Получается, что я использую, у меня 4 пластины, но я использую только 2, и между ними ставлю рюмку для того, чтобы сделать пигоди такими, какие мы привыкли делать размеры, да, пигоди. Но здесь даже не выкрутишься. Здесь, строение вот этой мантышницы такое, что между рюмку никак не вставишь. Вставишь рюмку, будет расстояние между пластинами, и это уже будет не мантышница, а черти что. Поэтому тут ситуацию даже не исправить. Я вынуждена вернуть эту мантышницу обратно. Очень-очень сожалею. Короче, это уже вторая наша мантышница. С первой нас так и кинули. Вот ребенок подсказывает, да. Нам не прислали ни мантышницу, не знаю, друг там хлопочет, чтобы нам вернули деньги. Получится или нет, это вообще непонятно. Ну, как бы я не надеюсь на возврат тех денег. Ну, ушли и ушли, как говорит Алексей, спасибо, боженька, что взял деньгами. Вот. Но второе танжере мы заказали на хорошем проверенном сайте. Но, как оказалось, это не то, что мне подходит. В этом танжере можно готовить манты. Теоретически можно готовить ханум. Но я свои любимые, фаворитные пигоди приготовить в этом танжере никак не смогу. Сделать их размером с мантами одного размера, но это тоже не дело. Там дрожжевое тесто, оно когда будет подниматься, упираться в верхнюю в верхнюю чашу, и весь мой рисунок легендарный, тот, из-за которого многие из вас обо мне узнали, он просто размажется, смоется, и будет плоская пиготька у меня, не сумевшая подняться. Нет, это не то, что я хотела. Я вынуждена эту мантышницу тоже вернуть. К сожалению, такие у нас дела. Пока я тут бегала за этой мантышницей, на первом этаже у Кападжи была доставка наша. Вот, ребята тут уже смолотили все, мне оставили яичницу. Алексей все доедает подругой приготовленную эту кашицу из... Как называется? Из бобов, короче, каких-то. Открываем сыр. Это козий сыр, нет? Я не знаю, с коробочки какой-то есть, который... Понюхай. Здесь не собирают. Ну, он такой кисловатый, я не знаю, как он называется. Вот. Всем доброе утро, скажите. Доброе утро. Михаил Алексеевич. Доброе утро. Я покупаю 22 ноября. Надо было сюрприз делать. Сюрприз, не купила. Да? Кому сюрприз-то? Всем сюрприз, и зрителям, и родителям. Так это же все равно через неделю только будет. Или ты хочешь 22 ноября сюрприз сделать? Ну да. Такие у нас дела. Я так расстроилась. Меня так замучила эта покупка, мантышницы. Честное слово, я уже не знаю. Я просто в растерянных таких чувствах, что никак у нас не клеится с мантышницей в Турции. Хоть из России вези. Но из России довезу ли, Лёшка? Не знаю. Вот и я не знаю. Вот и я не знаю. Довезу ли, она очень легко гнется у нас российская. Наша. Потому что из дюраля сделано. Алюминий. Ну, Миша, если ты уронил палочку, подними, пожалуйста, будь более ответственным. Что это? Швырнул, значит, палочку или вилочку. Перешагнул и пошел дальше. Нормально вообще? Не отчитывать детей на камеру. Если у меня камера в руках, я ни перед кем не собираюсь играть добрейшую мамочку, там, идеальную супругу. Ни перед кем не собираюсь, ребят. Вы видите то, что видите на самом деле, что как мы живем. Кому чего-то не нравится, знаете, где дверь. Правильно говорю? В верхнем правом углу крестик, правильно? Я такая, какая есть.
И если у меня в руках камера, я не собираюсь лебезить и говорить: ой, ты мой золотой ребеночек. Надо поругать — поругаю. Надо похвалить — похвалю. Правильно? Ну да. Вот и все. Все, буду завтракать. Я расстроилась, капец как. Лучше бы не привозили бы сегодня вообще этот. Ну ладно. Когда расстраиваешься, аппетит появляется. Серьезно? Не знаю. Эх, ладно, буду завтракать.